Добрый день, дорогие друзья! Сегодня 12 августа 2014 года. Мы находимся на производственной базе ТО «Гидромастер», Алмата, Казахстан. И продолжаем выпуск серии видеороликов по эксплуатации итальянского расточного комплекса Сирмеханика. Сегодня производим расточку проушин рукояти экскаватора Komatsu PC290. В прошлый раз мы производили расточку стреловых проушин. Работы проводит Умажанов Серик. Добрый день, друзья. Серик, вам слово. В данный момент проводим работу по расточке проушин крепления рукояти. После определенного осмотра данной стрелы было замечено, в этой проушине было замечено выработка, то есть эллипс. Было принято решение о расточке путем дальнейшего завтуливания этого отверстия, чтобы вывести нулевой размер, тот под размер пальца. При осмотре пальца было замечено палец в идеальном состоянии, что единственно отразилось только на наших проушинах. Соответственно, после определенных механических движений были установлены крепления основные. После них устанавливается сам двигатель основной. Сверху у нас крепляется пульт управления. Посередине работает у нас вал. Это рабочий вал. Можно также сказать шпиндель, можно сказать вал. Выбираются определенные параметры, как я уже в прошлый раз рассказывал. Параметры вращения вала, параметры перемещения вала также. То есть здесь все идет автоматически. Вал имеет вращение, то есть реверсионное, влево-вправо, разницы нет ему. Подача автоматическая, точно так же она. И слева направо может идти, и справа налево, соответственно. Продольная подача. Вот, сами видите. Здесь, если я уже рассказывал в прошлый раз, когда мы занимались расстройкой стреловых проушин, есть индикатор нагрузки, то есть по которому специалист уже узнает, как чувствует себя станок, как ведет себя он. Соответственно, мы это видим по обрабатываемой детали, то есть по цвету стружки, также по нагрузке индикаторной. В общем, контролируем процесс. В данный момент сам комплекс Сирмеханика снабжен определенными тоже своими преимуществами. То есть здесь есть шкаловая линейка, то есть это продольность имеется в виду. Здесь путем определенного выставления мы можем контролировать процесс расточки. То есть если у нас ширина самой проушины идет 75 мм, мы здесь можем смело 75 мм выставлять, ну, чуть в плюсе там пару-тройку миллиметров дать. То есть как прошел он свой путь, он автоматически просто выключается. То есть останавливается сначала автоматическая подача, после этого останавливается вращение вала. Также, чем удобна эта шкала, если идет, например, не сквозной у вас расточка идет, а когда мы даем уже определенный подтай, там, то есть выточку под определенную там втулку, чтобы был у него упор, то, соответственно, здесь мы можем контролировать глубину там 5 мм, 10. Значит, дойдя до этого расстояния, он определенно будет выключаться просто на этом месте. То есть мастеру не надо лишний раз заглядывать, мерить, то есть все он сам контролирует. Также он снабжен определенными кнопками, это экстренные кнопки выключения, что идет на блоке управления, также она идет сбоку. Видите, мастер может в любом месте находиться, то есть чтобы он успел среагировать, вдруг все-таки же аппарат, какая-то нагрузочка, если вдруг пошла, там вот, есть специальная кнопочка. А так, как я и говорил, единственное, что нам нужно, это 220 вольт. Все. А вам приходилось на вашей практике пользоваться аварийной кнопкой? Нет, если честно, нет. Ну, потому что я по своей практике уже имею просто определенный опыт работы, то есть я работаю на токарных станках. То есть металл как бы для меня это... Ну, я его слышу просто. Чувствую, слышу. Так что такой особой надобности нет. Я всегда успевал, если что, просто остановить подачу, выключить вращение. Хотя он дает звук.
У него есть определенный статус, здесь выводится. У него статус 7. Это уже такой критический статус, когда он начинает пикать и самостоятельно отключаться. В нем есть это заложено его параметры. Сейчас прошел. Да, вот сейчас он, видите, уже вышел на выход. То есть нам надо теперь его вернуть в нулевую точку, то есть обратно. Путем перещелкивания определенного тумблера мы возвращаем его в нулевую точку, то есть в исходное положение, чтобы запустить по новой. Но предварительно перед этим обязательно меряем отверстие, смотрим, сколько взял за этот раз, сколько мы подадим в этот раз. Ну, так как данная проушина у нас стальная, в данный момент проушина стальная, много не получается. Много не получается подавать. Подгоняем его обратно. Подгоняем его до определенного. Включаем подачу. Выбираем нужные обороты нам. Ну, вначале всегда можно немножечко, конечно, сбавить. Для чего? Потому что вначале идет первое соприкосновение, то есть вершина резца соприкасается с цилиндром, соответственно, где-то может быть какая-то маленькая заусенка, то есть это может отразиться на поведении инструмента нашего, прежде всего. Поэтому немножечко сбавляем обороты. Как только мы видим, пошла у нас единая стружечка, то есть по всему диаметру, здесь мы уже видим, что особой нагрузки нет. Смотрим на индикатор. Смотрим, что обороты нам позволяют добавить еще немножечко. Смело мы можем поднимать обороты. Также продольную подачу. Смотрим на стружечку. Ничто не синеет. Смотрим на индикатор нагрузки. Смотрим на индикатор нагрузочки тоже. Если шкала у нас не прыгает. Ну, вот таким путем пошел второй процесс его. Вы уже какой круг прошли? Ну, в данный момент это уже где-то, ну, если отталкиваться в среднем, я могу за один раз зайти около, ну, в зависимости от эллипса. Если идет тогда эллипс, тогда много никак не подашь, там, по полмиллиметра, пока не выведешь цилиндр. Как только начался цилиндр, уже можно потихонечку добавлять нагрузку. То есть смело где-то до миллиметра можно максимально, потому что, как я и говорил, сама деталь у нас из стали, причем сталь очень крепкой марки, Hardog. Так что здесь никак не получится разогнаться. Ну, соответственно, есть определенные узлы, которые состоят из чугуна, например, тот же чугун, ковки чугун, серый чугун. Там он уже более податливый, там уже у нас разрешается там, до 2 миллиметров мы можем смело брать. Особой нагрузки такой не чувствует. Сталь, она уже сама по себе более сложнее поддается обработке.